Холод не имел формы, но имел вес. Он тянул вниз, давил на грудь, проникал под шерсть и в кости. Ледяная вода была густой, почти вязкой, и казалось, что каждое движение в ней требует не усилия, а разрешения. Белая кошка держалась за край старой доски, вцепившись когтями так, будто древесина была последней границей между существованием и исчезновением. Лед сошел уже несколько дней назад, но мартовская вода не становилась мягче от календаря. Она была честной и беспощадной. Сначала перестали слушаться задние лапы. Они уже не ощущались как часть тела, скорее как лишний груз, тянущий вниз. Передние держались дольше. Когти скрежетали по мокрому дереву, находя микроскопические щели, за которые еще можно было уцепиться. С каждым вдохом становилось труднее. Воздух был холодным, резал горло, а выдохи выходили короткими, хриплыми, как будто легкие забыли, как это делается правильно. Она не кричала, не звала. В ее горле не было силы для жалоб. Иногда изо рта вырывался звук, странный, неровный, больше похожий на вопрос, чем на просьбу. В этом звуке не было надежды, только факт. Я все еще здесь. Виктор вышел из дома в 5:40. Он всегда выходил рано. Не потому что было нужно, а потому что иначе день начинался неправильно. В этом времени было что-то честное. Город еще не шумел, люди не спешили, и мир казался не декорацией, а реальностью. Небо на востоке только начинало светлеть, небо было тусклым с розоватым оттенком, как старая фотография, выцветшая от времени. Мартовское утро пахло талым снегом, влажной землей и дымком из соседской трубы. Кто-то уже топил печь, возвращая тепло в дом, где ночь еще держалась в углах. Виктор шел неторопливо, руки в карманах, слушая, как хрустит под ногами подмерзшая грязь. Он направлялся к пруду, который по привычке называли лесным, хотя леса вокруг не было уже лет 20. Лес вырубили, потом обещали восстановить, потом забыли. Остались только несколько кривых берез и пни, обросшие мхом. Пристань была старая, собранная из досок разного возраста и происхождения. Некоторые были гладкими, другие — шершавыми с торчащими гвоздями. Она давно не использовалась по назначению, но продолжала стоять, будто по инерции отказываясь исчезнуть. Туман над водой лежал плотной пеленой, низкой и неподвижной. Пристань уходила в него и растворялась, словно обрывалась в пустоте. Виктор уже собирался свернуть к берегу, когда услышал звук. Это был не плеск и не крик. Скорее короткий сорванный выдох. Он остановился, прислушался. Звук повторился. Он шел со стороны пристани. На самом краю он увидел движение. Белая кошка висела, вцепившись передними лапами в край доски. Шерсть была темной от воды, слипшейся в пряди. Задняя часть тела уже находилась в пруду, и вода медленно подбиралась выше. Глаза смотрели прямо на Виктора. В них не было паники, не было мольбы. Было только тупое, усталое животное ожидание. Как будто она уже давно перестала рассчитывать, но еще не отпустила. Правая передняя лапа дрогнула и начала соскальзывать. Когти скрижетнули по мокрому дереву, и этот звук оказался неожиданно громким, будто в утренней тишине он усилился сам собой. Виктор мгновенно понял, что времени почти нет. Вода в марте убивает быстро, дерево скользкое, а кошка, судя по всему, держалась здесь не минуту и не две, возможно, всю ночь. Он бросил ящик, который нес с собой, прямо на доски, опустился на колени, потом лег плашмя, вытянув руку. Расстояние было почти метр. Его пальцы ловили только холодный воздух, кошка попыталась перехватиться. Левая лапа дрожала так сильно, что дрожь передавалась по доске, по телу Виктора, по всему этому утру.
и лапа начала медленно сползать. Он дернулся вперед еще раз, рискуя сорваться сам, и понял, что не дотягивается. На секунду он замер, будто мир приостановился, потом резко вскочил. Веревка в багажнике. Парашютный фал, оставшийся с каких-то старых времен, с походов, которые давно закончились. Он бежал так, как давно не бегал. Сердце билось в ушах. Мысли были короткими и резкими, только бы успеть. Когда он вернулся, кошка была ниже. Мордочка почти касалась воды. Дыхание стало редким, с паузами, в которых легко было представить конец. Виктор обвязал фал вокруг столба, сбросил куртку и шагнул в воду. Холод ударил сразу. Он не входил, он врывался. Сковал ноги, обжег кожу, словно хотел остановить. Каждый шаг был усилием. Вода поднималась выше колен, и Виктор чувствовал, как мышцы начинают неметь. Подойдя ближе, он увидел, как кошка смотрит на него. Не с надеждой. С глубокой бездонной усталостью. Она держалась не потому, что верила в спасение, а потому, что еще не было команды отпустить. «Все», — сказал он тихо, почти неслышно. «Все, маленькая». Он потянул сильнее. Веревка натянулась. В какой-то момент кошка разжала лапы. Он подхватил ее и вытащил на берег. Она была тяжелой, мокрой, неподвижной, как мешок с водой. Изо рта вытекала вода. Дыхание было едва заметным. Он действовал автоматически. Давил на грудную клетку, переворачивал, снова давил. Время потеряло форму, потом кошка закашлялась. Судорожно, вдох. Потом еще один. Он завернул ее в свою куртку и только тогда заметил, что сам дрожит не меньше нее. Дальше все происходило отрывками, как кадры плохо смонтированного фильма. Звонок в службу спасения, голос диспетчера, ожидание, УАЗ, запах бензина и мокрой ткани. Дорога в ветклинику, яркий свет. Запах антисептика, который забивался в нос и оставался там надолго. Коридор. Плакаты о вакцинации, о том, как важно следить за зубами у собак. Виктор сидел и смотрел в пол. Он никогда не держал животных. Никогда не думал, что окажется здесь из-за кошки, найденной на старой пристани. Врач сказала, что шансы есть. Аспирационная пневмония. Критически низкая температура, но кошка сильная. Он остался ждать. Ночью он не спал. Он позвонил в клинику и узнал, что кошка начала проявлять характер. Эта фраза неожиданно зацепила его. Характер, значит жизнь. Он забрал ее. Купил миски, корм, лоток. Назвал белкой Манао. Не сразу, будто проверяя, подойдет ли имя. Белка не мяукала. Она ворчала, урчала, наблюдала, боялась воды, даже звук, льющийся из-под крана, заставлял ее метаться. Но постепенно страх перестал быть бегством и стал настороженностью. Она устанавливала свои правила. Спала рядом. Следила за ним. Иногда ложилась у его ног, клала голову ему на топку, показывая живот. Жест, которому нельзя научить. Появился Леонид. Человек из прошлого белки. Он говорил, что думал, что она выживет. Виктор слушал и понимал, что некоторые слова не имеют веса. Он просто сказал: «Нет». Прошло время. Белка поправилась. Шерсть стала густой. Взгляд спокойным. Дом наполнился тихими ритуалами. Вечерний чай, урчание. Совместное молчание. Иногда они шли к пруду. Белка сидела рядом и смотрела на воду. Она больше не боялась. Пристань стояла все той же, серой, старой, молчаливой. Виктор гладил ее по спине и думал о том, как много зависит от времени выхода из дома. Он вышел в 5:40. И где-то в этом мире одна кошка держалась за доску из последних сил. Ровно до того момента, когда их жизни пересеклись и стали одной дорогой.